Всем здравствуйте, меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня видео будет посвящено вот этой маечке, летней майке, которая связана из шикарного состава пряжи. Подобную майку вы сможете связать за 2 дня, ну максимум за 3. Очень все легко, просто, и в этом видео я вам все подробно расскажу и покажу. Вначале давайте поговорим, из какой пряжи я вязала эту маечку. Эту майку я вязала из 100% японского хлопка секционного окрашивания. Посмотрите, какая шикарная пряжа. Это пряжа секционка, но в очень нежных тонах. От серебристого, знаете, такого совсем серебристо-приглушенно-зеленого до вот таких вкраплений более, да, так скажем, ну, ярких здесь сказать сложно, да, вот здесь видны эти полосочки, которые получаются. Пряжа 450 метров в 100 граммах. Я перемотала в 2 сложения и вязала в 2 сложения на спицах Ади 4. Обычно я не вяжу летние изделия на таких крупных спицах, но это изделие здесь все как нельзя кстати дошло. Посмотрите, какое полотно. И узор прекрасно вписался. Полотно нежное, тонкое, легкое, струящееся. По своим качествам этот хлопок напоминает шелковую пряжу. О чем я говорю? То есть, например, когда мы надеваем изделия, в составе которых есть шелк или вискоза, то мы чувствуем приятный холодок на коже. Очень мягкое полотно, комфортное. И вот здесь то же самое. Очень комфортно. Я не знаю артикул. Эту пряжу мне подарила моя подписчица Елизавета, за что Елизавете огромнейшее спасибо за возможность поработать с такой прекрасной пряжей. Я для себя отметила. И если у меня будет возможность, то обязательно попробую еще подобный хлопок. Я не знаю, артикул здесь не написан, но мне кажется, ну вот я высказала просто свое предположение, что, возможно, это хлопок Хасигава. Но я не знаю. Но очень-очень хорошая пряжа. Ушло у меня 175 граммов. Вязала я на 44 размер. Это изделие вяжется 2 отдельными деталями, но посмотрите, насколько здесь хорошо все, да? То есть можно даже и не понять, что здесь, где здесь вообще швы. По передней детали у меня V-образное углубление, а по спинке округлый вырез. Вот он, округлый вырез. Сейчас я вам предлагаю сначала посмотреть, как это изделие смотрится на мне, а затем мы с вами приступим к вязанию этой прекрасной маечки. Конечно, вы можете вязать абсолютно любую пряжу для вязания подобного изделия, пряжу летнего состава. Здесь очень простой узор. Посмотрите, я специально подбирала такой узор, чтобы можно было надевать эту майку просто на белье. И все. И вы увидели в фотографиях, что прекрасно все смотрится. Вообще все замечательно. Изделие вяжется 2 деталями. На одну половинку я набирала 98 петель согласно раппорту узора. Набирала, вязала вверх на необходимую высоту до вывязывания проймы. У меня вывязана пройма с шагом 6, 4, 2. Далее я вязала вверх. По спинке я делаю углубление чуть ниже, чем просто в обычных, например, джемперах или свитерах. Делаю ее глубже, потому что это летнее изделие. Вы уже смотрите сами, как вам удобнее. И на вывязывание горловины по спинке, она у меня округлая, я
делала следующий шаг. Я закрывала центральные 20 петель, а затем с каждой стороны для закругления горловины 3 петли, 2 петли, 2 петли. И с этой стороны 3, 2, 2. На плечо я оставляла 20 петель. То есть и здесь у меня 20 петель. Я делала специально широкую лямку, ну, чтобы мне так комфортнее было. Так мне захотелось, поэтому я сделала такие лямы. И на этих лямках я делала скос плеча в 3 шага. 4 петли, 5 петель и 4 петли. И здесь тоже так же 4, 5, 4. Закрывала я методом 3 спиц, поэтому когда я выполняю вот эти поворотные ряды, корректирующий ряд, потом я на шнур сбрасываю, пока не свяжу другую деталь. По передней детали, после того, как я вывязала все шаги проймы, и вот это последний, второй, и в изнаночный ряд, когда провязан, в следующем лицевом ряду я сделала разделение на 2 части и закрывала здесь в каждом ряду. Видео вы это увидите. И что я сделала вот с этими петлями, как я их потом вязала. И потом также здесь убавляла, чтобы было 20 петель. Также скос плеча и соединение методом 3 спиц. Обработка горловины и проймы у меня айкордом крючком в одну нить. Сейчас я вам покажу. Начинала я, то есть начинать можно абсолютно с любого варианта. Я здесь начинала с платочной вязки, 6 рядов лицевых провязала, а затем перешла на вязание узора. Вот посмотрите, обработка. Вот так смотрится летнее изделие. Мне очень нравится, когда вот скос плеча, посмотрите. Никаким образом я не подбирала секции пряжи. Как они шли, так и шли. То есть у меня, например, на одной половине вот такой вот позеленее, здесь у меня идет светлый. Вообще меня это абсолютно никак не смущает. Наоборот, мне очень нравится, как она вывязала в своих переходах. Тем более, что пряжа я была ограничена, еще я стала бы тут отматывать. Нет, мне в принципе очень нравится то, как получается. Даже вот эти 2 ниточки, когда я отматывала, да, вот отматывала, я смотрела, как у меня здесь получается. Но опять же, да, то есть как они складывались, так и складывались. И вот так, посмотрите, пройма. Мне очень нравятся, знаете, изделия, которые приближены, так скажем, к фабричным изделиям. Ну а теперь давайте я вам включу видео дальше, и вы посмотрите, как вяжется этот узор, в чем его особенность. Здесь совсем маленькая особенность провязывания двойного накида. Это я вам все покажу. И дальше небольшие моменты, как здесь, на какие я бы хотела обратить внимание. А сейчас давайте с вами провяжем раппорт узора. Он очень простой. Здесь 4 петли в ширину в раппорт узора и 8 рядов в высоту. Это не входит в раппорт узора, это я просто провязала петли. Итак, первые 2 ряда по раппорту вы провязываете лицевыми петлями. Давайте я вам покажу схему узора. Также схему я вставлю в свои телеграм-каналы и в сообщество ВК. Вот схема узора. Вот так она выглядит. Первые 2 ряда провязали лицевыми петлями. 3-й ряд провязывается следующим образом. 2 петли вместе с наклоном вправо. Я петли разворачиваю, потому что вяжу лицевые за задние стенки. 2 петли вправо. 2 накида. 2 петли вместе с наклоном влево. И так повторяем весь ряд. 2 петли вместе с наклоном вправо,
2 накида, 2 петли вместе с наклоном влево. Как я провязываю петли с 2 накидами в изнаночном ряду. Петли провязываем все изнаночными. Вот первый накид, я его подхватываю с обратной стороны, провязываю за заднюю стенку изнаночной, и второй накид также за заднюю стенку изнаночной. Все, провязываем. Следующие 2 ряда у нас лицевые, это лицевой и изнаночный ряд без изменений. Следующие 2 ряда. Провязав высоту, необходимую длину, мне нужно выполнить убавление на пройму. У меня шаг 6, 4, 2 петли. Закрытие выполняю следующим образом. Первые 6 петель закрываю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше я вяжу ряд, у меня идет по узору лицевыми до конца ряда. Довязала до конца ряда, теперь по изнаночной стороне закрываю также 6 петель, провязываю их изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь провязываю до конца ряда изнаночными петлями. Последнюю петлю я не провязываю, а снимаю. Вот последняя петля, я ее просто сняла. И теперь через первую петлю я закрываю следующий шаг, у меня 4 петли. 1, 2, 3, 4. Провязываю лицевыми. В конце также я не последнюю петлю я снимаю, не провязываю. Также делаю по изнаночной стороне. И в следующем ряду еще закрываю 2 петли. Дальше я по передней детали буду делать V-образную горловину. Покажу, как я разделяю. Я посчитала количество петель, у меня их получилось 74. Я разделила пополам, провязала 36 петель по одной стороне. И сейчас я 2 петли закрою. Вот таким образом я 2 петли закрою. И вот эту вот петельку я повешу на нее маркер. То есть она у меня не будет входить. А потом, когда я уже буду обвязывать горловину, эту петельку я просто возьму в обвязку, и потом это я вам покажу. Вот так эта петля будет на маркере. А дальше я провязываю по узору эту сторону и буду делать убавки в каждом ряду в начале ряда. Как я это делаю, тоже покажу. Как я буду выполнять убавки на V-образную горловину. Здесь у меня правая половинка. После лицевой, после кромочной, кромочную снимаю 2 петли вместе с наклоном влево. А по этой стороне я буду закрывать 2 петли вместе с наклоном вправо перед кромочной. И так я буду делать убавление петель до той поры, пока у меня не останется 20 петель. У меня должно на плечо остаться 20 петель. И потом эти 20 петель, на этих 20 петлях я выполню скос плеча. Буду разворачивать, делать укороченные ряды для того, чтобы сделать небольшой скос плеча. У меня обработка горловины и обработка по пройме айкордом крючком. Здесь я оставляла одну петлю. Я хочу показать, как я все ниточки, которые мне попадаются, я прокладываю вдоль вязания. Как я буду эту петлю провязывать.
Я провязываю I-cord. И подхожу к петельке. Вот так я делаю. Эта петля у меня на крючок. Дальше я подхватываю эту петлю. Через 2 и через 1. Все, я ее захватила. Теперь поднимаем вторую петлю на крючок. Сейчас. Вот таким образом. Все. Я здесь горловину вот она идет. И дальше я пойду в обратную сторону. Я здесь начинала, здесь я убираю кончик. И также у меня вот горловина, пройма. Все кончики уберу. И останется постирать полотно и продемонстрировать, как оно смотрится. По спинке у меня округлая горловина, по передней деталь V-образная. Вдохновляйте, творите, создавайте, будьте неповторимы. Но я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.